Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу очень много важной информации про любовь, отношения, личную жизнь, ту самую мощную глобальную тему, которая интересовала, кстати, вас под последней серией видео кармических гороскопов. Да, ребят, я читаю все ваши комментарии, хоть и не хватает времени в последнее время на все на них ответить. На какие не ответила, прошу понять и простить. Решила записать для вас большое такое мощное видео для того, чтобы ответить на все, как говорится, вопросы, чтобы стало понятно и интересно, как это работает и как долго это будет длиться, потому что плюс-минус аспекты у всех работают одинаково, только реакция каждого отдельного человека зависит от начинки его натальной карты. Да, дорогие друзья, если вы еще не приняли никаких резких движений, типа я разведусь, уйду, брошу все, мне это надоело, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, почему так происходит. Тема масштабная, тема интересная, я бы так сказала, эволюционная, потому что все это идет испокон веков. Неважно, в какой стране мира вы живете, неважно, какой образ жизни вы ведете, но тема любви и отношений, она была всегда. Она даже важнее темы денег, хотя мы живем с вами в материальном мире, естественно, эту историю никак нельзя вот так вот делить, да, но просто знаю очень-очень много людей, у которых с финансами все в порядке, а вот в любовной сфере нет. И нет того вот этого самого счастья, которое бы хотелось. Потому что счастье – это состояние души. И то, как мы умеем генерировать счастье самостоятельно, или же в паре, либо же в группе лиц, да, то есть с друзьями, с одноклассниками, то, как мы умеем проецировать счастье, это такой вопрос достаточно философский. Да, можно сказать, что счастье у всех разное, и в разных моментах оно у всех проявляется, но все-таки мы с вами социальные личности, и этот факт никак нельзя просто вот так взять и удалить. И сказать мне, что мне не нужна вторая половинка, я сама целостность, и вот это вот все. Но вы все меня, почти все, спрашиваете про асцендент, а если у нас у всех есть асцендент, то значит противоположно асценденту всегда находится дисцендент. Это важная точка в натальной карте каждого человека. Дисцендент говорит о том, какой нам нужен партнер, что мы его постоянно ищем, что мы в принципе не можем без этой социальной части нашей жизни, потому что наличие партнера, наличие мужа, жены – это важная социальная ветвь нашей натальной карте. У нас может не быть детей, у нас может не быть домашних животных, у нас может не быть денег, но мы всегда будем искать вторую половинку. Можете не говорить мне, что это вторая половинка, что это ваш партнер, как угодно, ребята. И здесь, конечно же, сейчас в Sky вылезут все те, кто говорят, что штамп в паспорте ни на что не влияет. Штамп в паспорте не влияет, если вы живете по 5-му дому. Тогда ваша жизнь сплошные тусовки, развлечения, безответственность, кутеж, веселье, мероприятия, тогда штамп в паспорте для вас не важен. Если вы все-таки решили жить и строить социальный статус, тогда без любимого человека, второй половинки не обойтись. Но, конечно же, всем хотелось бы, чтобы вторая половинка, партнер брачный, он был любим, да? Почему? Потому что в последнее время мы все живем и понимаем, что когда с нами в жизни случаются определенные сложности и трудности, нам хочется, чтобы нас поняли. Нам хочется, чтобы с нами разделили вот такие сложные моменты. И да, представляете, психологов на всех не хватит, еще нормальных-то нужно поискать, да? И хочется-то, чтобы нас кто-то обнял, чтобы нас кто-то выслушал, чтобы нас кто-то понял, сказал, да все будет хорошо, не парься, все будет хорошо. Вот когда вот этот вот мир рушится, да, происходят сложные моменты в обществе, хочется, чтобы вот дома была вот такая небольшая крепость, которая нам скажет, все классно. И на самом-то деле многие люди
многие люди заглядываются как раз-таки на состоятельных людей с точки зрения: так, а что там с деньгами? Ладно. А что там в личной жизни? Какие там отношения? Как там все на самом-то деле происходит? А как это оно вообще складывается так? Вот кому-то повезло. Поверьте, везет тому, кто везет. Поэтому здесь история только своего личного труда, эмоционального в том числе. И брачные отношения, отношения партнерские, это всегда, конечно же, история того, доросли ли вы до этого или нет. Умеете ли вы культивировать в себе вот эту любовь, счастье и радость самостоятельно, или вам для того, чтобы получить эти эмоции, нужен кто-то. Так вот, если же вам нужен кто-то для этого, то здесь история, конечно же, такая очень сложная. И, как правило, всегда разбивается эта лодка об отсутствии взаимопонимания. Да? Вообще любые отношения, они держатся, брачные отношения, если вы, конечно, на этот уровень ответственности готовы. Потому что сейчас, я знаю, мне скажут, можно жить и без штампа в паспорте, ЗАГС это вообще история, ну, такая уже, пережитки прошлого. Можете говорить мне все, что угодно, можете рассказывать мне, что у вас есть брачный контракт, и вот это вот все, у вас есть ответственность перед своим партнером. Если вы заглянете в юридическое право разных стран, брачный контракт, договор, как он называется в вашей стране, вы можете взять его, вот разорвать, и он не имеет никакой абсолютно силы, никакой. То есть по этому брачному договору ничего никто еще не отсудил. Можете вот прям вот в этом покопаться и открыть свои вот розовые очечки, снять. Поэтому да, 3 кита, на которых держатся любые отношения, серьезно. Если ваша история — это не потусоваться и разойтись, то есть получить вот этот быстрый гормон счастья, радости, удовлетворить себя, вот это свое настроение. Да? И я не говорю, что это плохо. Нет, для всего есть свое время, для всего есть своя уместность. Но если вам к 40 и вы до сих пор безответственны, то есть вы в инфантильной позиции, вы никого кроме себя в этой жизни выдержать не можете, да, то есть ничье другое мнение, серфите по интернету, оставляете какие-то едкие комментарии, ну кто-то на них реагирует, кто-то нет. Здесь дело, конечно, каждого. Но если вы никого не можете выдержать, кроме себя в этой жизни, остаетесь в инфантильной детской позиции, то есть вы не хотите расти, и эта инфантильная детская позиция воспринимается, ну, до сих пор только вот в этом возрасте, когда я хочу, чтобы вот река счастья текла ко мне, то есть слово отношения, то есть вы не хотите ни с кем ввязываться в такую общую большую глобальную историю. Это страхи, естественно, это страхи, это обида, горечь, переживания, это отсутствие любви, это, возможно, истории, которые связаны родом из детства, ваших отношений с родителями и отношений между собой ваших родителей. Это, как правило, вот отсюда ноги все растут всегда, да. То есть открываю там натальную карту, я просто сразу вижу, что там проблемы во взаимоотношениях у родителей, поэтому человек там уже в определенном взрослом таком возрасте, там 35 плюс, без семьи, и, собственно, не может удержать вот эту бытовую историю, да, потому что 3 кита семейной жизни — это понимание ответственности, да, здесь все юридические формальности и тонкости, здесь тот самый злополучный штамп в паспорте, после которого приходится там менять фамилию, естественно. Со штампом в паспорте у нас идут все договора о рождении детей. И, естественно, это тоже подготовка документов, да. Вся недвижимость, движимая и недвижимая, это тоже все идет с бюрократической историей. То есть это все уже ответственность, за это все отвечает Сатурн. И если же все-таки у вас есть в ваших отношениях такое большое, мощное и важное заземление, как Сатурн, сейчас мне скажут: я ненавижу Сатурна, я за легкость. Ребят, легкость — это вот все вот эти отлетевшие люди, которые уходят вот куда-то вот в другие реалии. И это то, что зыбко и улетает самым первым, когда появляются первые трудности. Потому что когда в отношениях появляются какие-то трудности, всегда доходит эта точка: хорошо, все, мы расходимся, мы разводимся, давай пойдем, поставим этот штамп, там, я не знаю, в документы. И просто приходит вот это сознание, сколько документов нужно сделать, сколько разделить имущество, сколько там вложить в детей вот этого состояния, настроения. И многие люди на самом-то деле такие: о нет, все, пошли, ладно, давай договоримся, там, ты не будешь вот этого делать, я не буду вот этого делать, и окей.
Потому что по факту, когда вы работаете на работе, когда вы работаете на себя, у вас все равно везде есть ребята ответственные. То есть это всегда вы вкладываете душу, всегда вы вкладываете свое время. Как мне буквально вот сегодня утром прилетел коммент, то есть я не готова жизнь свою положить ради кого-то. Ну, получается, я свою жизнь кладу ради вас. Ну, то есть я же отвечаю на комментарии. Могла создать вот эту вот видимую движуху, но я сижу прямо реально там, или отвечать просто сердечками на комменты, и все, вот они пусть улетают. Нет, я же сижу, открываю ваши натальные карты, транзиты, отвечаю вам. Это можно отнестись вот так, но это неинтересно. Вот вы поймите основную такую большую важную историю, да, чем бы вы ни занимались в жизни, будь это работа, будь это воспитание детей, будь это брак, будь это друзья, это основное и важное в том числе это интерес. То есть второй кит, на которых держится вообще любая деятельность в этой жизни, это интерес и страсть к этому делу. То есть строите ли вы брак, то есть у вас должна быть страсть в этих отношениях, у вас должен быть, ну, там, классный секс, вам должно быть с этим человеком безумно там на первых порах прям вот интересно, классно, настроение, это захватывает дух, то есть это должно нравиться, как минимум, то есть вот это такой очень мощный и важный такой жирный кит, да, наверное, можно так сказать, если мы говорим про 3 китов, да, и это применимо абсолютно к любой сфере нашей деятельности, то есть если вам этим просто тупо неинтересно заниматься, тогда зачем? А если не интересно, тогда найдите свой интерес, то есть здесь как партнера выбрать, здесь должно быть понятно, какой партнер вам интересен изначально, то есть а для того, чтобы понять, кто вам интересен, вам нужно сначала узнать себя. То есть невозможно вписаться в какие-либо отношения, не узнав себя. Или, как правило, эти отношения обычно распадаются, разрушаются, потому что люди, как правило, не знают себя. Они не понимают себя, что они хотят, что им было интересно всегда. И они занимались какой-то непонятной движухой в жизни, либо ничем не занимались, да. И это такая очень большая, важная и фундаментальная вещь, которая приходит к нам с осознанием. И здесь нет хороших и плохих. Нет хороших и плохих. Здесь история того, что мы хотим в этой жизни. И когда вот вы честно себе скажете, чего вы хотите в этой жизни, чего вы хотите от этих отношений, ну, деньги — это такой процесс, который приходит и уходит, да? Настроение, радость, вот этот праздник, у кого-то совместное времяпрепровождение, у кого-то это большие цели, с кем классно реализовывать, для кого-то это вот как раз-таки те моменты идти в разведку, да, то есть когда вот все вот в мире нестабильно, а вот рядом есть вот то самое счастье, с которым мне хорошо, да, или вам вместе интересно, не знаю, на рыбалку ездить, вам вместе интересно, не знаю, по отелям отдыхать, вам вместе интересно, не знаю, боулингом заниматься. Ну вот у каждого должен быть свой вот этот интерес, это страсть в отношениях, да. И это такая очень мощная и очень важная история, которая у людей должна быть. Ну и, наверное, 3-й кит всех вот отношений, на который говорит о том, что у вас будет благополучно складываться жизнь, это, ну, одинаковые взгляды на жизнь. То есть это ценности, это примерно похожий взгляд на будущее. То есть когда вы понимаете, что вы с человеком вписываетесь в какую-то историю, это, кстати, история не только про брак тоже, здесь история и про друзей, очень важная и мощная, и у людей, у очень многих нет друзей. То есть есть такое большое, мощное одиночество, которым они гордятся. Гордиться нечем. Ну, правда, нечем. Это говорит об отсутствии любви, это говорит об отсутствии самовыражения, это говорит об отсутствии творческого начала в человеке, а в нас во всех есть творческое начало. Солнце, наше солнце, это уже творческое начало. Будь это творческое начало в строительстве, да, то есть любовь к архитектуре, это козерожье солнце, да, что-то построить такое вау, мощное, и это творческий канал.
будь это создание семьи с творческой, с эмоциональной ценностью, это солнце рака, да, будь это построить такую, не знаю, жизнь интересную, коммуникативную, знания, поездки, то есть будь ты близнецы, и это тоже творческое начало, то есть это нужно любить этим всем заниматься, то есть это нужно перейти, то есть вот это внутреннее большое такое мощное эго, которое живет в каждом из нас, да, то есть и здесь нужно вот эту историю прям-таки понять. Здесь нужно эту историю настолько вот так вот глобально расширить и посмотреть, да, почему вот эта вот маленькая стена одиночества, в которой живет каждый отдельный человек, почему она настолько очень сильно держит, почему она настолько привлекательна. Возможно, там очень много страхов, сомнений, и никто не поможет вам это разобрать. Некоторые, конечно, входят в какие-то отношения, пытаются вот эти свои страхи разобрать, разгрести, не получается, случается абьюз, случаются предательства, случаются вот такие травмированные истории. И я всегда говорю, не надо входить ни в какие отношения, если вы из этих отношений вышли плохо. То есть, как правило, если вы из одних отношений вышли, то у вас сейчас включены такие очень сложные и тяжелые аспекты. Да? Как правило, аспекты длятся несколько лет, 2 года. Плюс-минус, не все прям 2 года будет колбасить, там, определенно там несколько месяцев будет прям нарастать эмоции, потом несколько месяцев будет спад, потом будет такой, вот в этих 2 годах такой средний промежуток, да, прям ровно пополам вот в этих 2 годах, такую мощность с высокой амплитудой эмоционального выхлопа, где многие не справляются, потом хотят выйти из отношений, либо же наоборот уходят в смирение, думают, я с этим как-то справлюсь. И потом наступает третья, финальная пиковая волна, когда люди, как правило, принимают решение выхода из отношений. И вот здесь нужно еще немножко вот подождать, настроить себя, дать себе реально время. Как правило, оно проходит через несколько лет, да, когда мы способны перебороть вот эту внутреннюю тоску, переживание, где-то понять, что сами были неправы, потому что если мы выходим из отношений, мы, как правило, уже не правы. То есть мы были неправы, что вошли в эти отношения, мы были неправы, что из них вышли. И если же вот есть такое внутреннее отношение, все из нас выходили из отношений, да, ну то есть вот вы увидели мой пост, увидели вот там семью, детей, мужчину, и вы такие, вот везет, классно, да, но поверьте, до того, чтобы случилась вот такая история, я не рано вышла замуж, нет. Это была очень тоже странная история, и очень было много разных историй, когда не получалось. Это были осознания, конечно же, такой, да я права, естественно. Мы же все, когда молодые, мы амбициозны, мы всегда считаем, что мы правы. Проходит какое-то время, и мы понимаем, что если не получается, да, склеить тарелку, возможно, ее клеить не надо. Нужно просто понять, что это не твоя тарелка, да, тебе нужна другая тарелка по факту. И нужно просто понимать, почему ты постоянно нужно вот это. Почему ты не хочешь понять, кто ты, какие твои взгляды на жизнь, какие твои ценности, что для тебя важнее, что для тебя в приоритетах. Не существует идеального человека, который бы идеально подходил. Я знаю сейчас вот эта вот история, особенно у девочек она, да. Я вот хочу, чтобы он понял и догадался, девочки, сразу, вот здесь история. У женщин главный компонент построения отношений – это Венера. Нам должно нравиться, нам должно быть комфортно, нам должно быть эстетически приятно, нам должно быть страстно приятно, нам должно это вызывать такие эмоции, на основе которой, вот на вот этом фундаменте, мы можем построить просто горы невероятного всего, чего надо. То есть, мужчины, понимаете, да, что если ваша женщина довольна, ну, то есть в плане вы понимаете, что ей надо, что если она довольна, то есть она готова просто вот на своих эмоциях вытянуть вас из любой дыры. Ну, то есть с финансовой, из эмоциональной ямы. Это 100% факт. Потому что женщина – это благодарное существо, которое реально понимает, что если у нее есть то, что ей дают, а это, как правило, вот это тот уровень комфорта, это душевная комфортность, либо это такая финансовая стабильность, когда не страшно. Здесь, естественно, нужно смотреть вот этот вот бэкграунд.
какой был у каждой определенной женщины. Да, сейчас немножко про женщин и про мужчин. Я, естественно, мужчины вас не обделю, потому что меня смотрят 50 на 50, и мужчин, и женщин, ни в коем случае ни на кого не закрою глаза. Так вот, здесь нужно смотреть от каждого определенного человека, да, то есть, например, если это женщина, и у нее такой бэкграунд ее прошлого, такой достаточно сложный, суровый, человек из глубинки, выбирался из каких-то сложных историй в жизни, всегда зарабатывал себе деньги, естественно, даже если вы будете финансово обеспечивать эту женщину, она никогда не сможет жить в золотой клетке. Дайте ей ту самую тонкую грань свободы, в которой ей будет хорошо. То есть дайте ей, чтобы она в браке, в отношениях реализовывалась тоже, чтобы ей было комфортно, чтобы у нее не забирали вот тот уровень ее собственной стабильности. Да? Некоторым просто... Почему, собственно, вот эта история у нее в жизни есть? Потому что ей всегда будут по жизни нужна финансовая стабильность, потому что это у нее панический страх, который с детства у нее есть, что если ей просто нечего будет поесть, ребят, это вот такая история, особенно когда появляются дети, это история того, что потомству не хватает поесть, это инстинкты. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это женские инстинкты просто, когда пустой холодильник, когда нет красивой одежды. Я не говорю сейчас про бренды, люкс и тому подобное. Я говорю просто про красивую эстетичную одежду, потому что женщина это всегда про эстетику. Если женщина не про эстетику, нужно смотреть, почему у нее такой большой и мощный раздрай, да? Почему у нее такое выгорание. Так вот, это про женщин, что если у женщин есть вот эта составляющая, есть мужская хватка, есть вот это настроение, и вы понимаете, что это сложный орех в принципе по жизни, но вы должны в особо сложных ситуациях, когда вам хочется с ней разойтись, понимать, что разойтись легко, но эта женщина и из вас сделает большого человека. Ну, то есть это амбициозные женщины, которые не могут не заниматься своим делом, которые не могут, если появятся дети, чтобы у этих детей не было своих дел. То есть это ваш личный тренер личностного роста. Поверьте мне, в обычной жизни это стоит очень дорого, а у вас такой человек находится дома. Цените его. Сейчас мне женщины такие, да, мой мужчина говорит, что я злая, постоянно его нагнетаю, говорю здоровый образ жизни, заниматься спортом, зарабатывать деньги, а он думает, что я вот такая. Она просто про глобальное, она просто хочет, чтобы вот ее семья росла и всегда был уровень достатка, чтобы всегда было вот очень много всего дома. Она же не для себя это просит, она хочет, чтобы вот это все было дома. Это про женщин. Ну, то есть я начала так с малого, да, и вот таким глобальным. Кому-то страшно. Ну, реально, есть многие мужчины, которые заведомо понимают, что я не потяну этот фрукт, и это выбор каждого. Здесь нет ни хороших и плохих, здесь выбор каждого, да, про мужчин. У мужчин эстетика, красота, эта история такая очень странная. Ну, то есть, что вы понимали, мужчины любят глазами, это факт, стопроцентный факт. Если здесь нет истории, связанной с какими-то комплексами, когда они выбирают какую-нибудь женщину, которая не привлекательна, потому что боятся отважиться выбрать тот самый фрукт, который они не потянут, потому что это же нужно напрягаться, да, то есть, ну, здесь история внутренней мотивации. Мужчины все любят очень быстро. У мужчин основной компонент это Марс. То есть, чтобы вы понимали, то есть это быстро, это движение, это активность, это воля, это драйв. Ну, то есть, чтобы вы понимали, женщины, что если вы хотите, у вас такие планы, мечты, цели в жизни непростые, потому что, будем честными, да, в мире 80% людям ничего не надо. То есть вот эту всю движуху, интересную активность создают вот эти 20% людей. 5% людей уже имеют комфортный уровень жизни, и вот эти 15%, они постоянно то вверх, то вниз, у них амплитуды высокие, эмоции разные, и они постоянно стремятся, чего-то делают. То есть вы понимаете, да? То есть и если вот мужчина, вы понимаете, что вы в жизни хотите очень много чего, тогда понимаете, что здесь женщина должна быть у вас яркая, женщина должна быть у вас пробивная, женщина должна быть у вас интересной. Ну, то есть, если вы сами понимаете, что вы человек непростой.
такие женщины, да, они всегда вас будут подстегивать, они всегда будут вас выводить на эмоции, они не будут спокойны. Они, во-первых, у них фейерверки событий в жизни, у них постоянно им куда-то надо, это движуха, это постоянное стремление, это что-то где-то организовать. Ну, то есть вы должны понимать, что вы будете как минимум уставать, но как минимум как максимум ваш Марс будет постоянно в тонусе. То есть это ваш личный тренер, понимаете, да? И здесь история того, что, да, дорогие женщины, мужчины, с классной самооценкой, у кого нет погрешности в воспитании. Хотя любая женщина, вступая в брак, в отношения, всегда проходит какое-то время и понимает, когда заканчивается вот этот конфетно-букетный период, она понимает, что любой мужчина — это невоспитанный, недовоспитанный мальчик другой женщины. Это реально правда. Ну, то есть, и вот женщины, просто поймите, что мужчина в той ипостаси, в которых вы ждете от мужчин вот этих действий, вот этих вот, я не знаю, сюрпризов и интересов, которые вот вы хотите, вот той самой реализации, вы должны понять, что у него должна быть внутренняя мотивация что-то делать. То есть, и вам нужно постоянно эмоционально вкладываться, вот этот костер, пожар поддерживать. То есть, здесь все просто зависит от амбиций каждого отдельного человека. Хотите ли вы скучную и обычную жизнь, или же вы хотите яркую и интересную? И здесь никогда не бывает, вот я хочу, чтобы у меня вот дома вот так вот было все ровно, гладко и хорошо, а в работе, в карьере было вот так всегда. Вау, вот это вот фейерверки, движения. Так, как правило, не бывает. Но вы же не робот. Мы все не роботы, мы люди. У нас у всех есть эмоции и инстинкты. Как минимум. И здесь просто понимаете, вот этот большой третий очень важный кит, взгляды на жизнь, ценности и будущее, которое вы хотите. То есть, если вы встречаете человека, однозначно, и вы понимаете, что этот человек еще не натусовался, а он вроде как вам нравится, и вы вот хотите, чтобы вот он закончил тусоваться и начал тусоваться только с вами, то здесь понимаете, что наступит какой-то момент, вот либо вы должны восполнить вот эту вот большую гигантскую тусовку в его жизни, и вы понимаете, хотите ли вы этим заниматься или нет, да, то есть, и здесь нужно просто оценивать свои силы. И вы понимаете, когда встречаются, например, два натусовавшихся человека, и вы такие, а я хочу вот это. И вы сидите по душам, просто разговариваете, у вас идет вот так вот коннект, разговор, у вас 80% вот этих совпадений, такой матч, знаете, случился, да? Когда ты говоришь человеку, там, читаешь предложение из книги, а он тебе книгу дочитывает, рассказывает, то есть он понимает, о чем ты говоришь, да? Вот это то самое ценное и важное, потому что когда случился ковид, когда случилось СВО, очень много людей с разными ценностями, с разными взглядами на жизнь, они разошлись. Не потому что они люди плохие, просто потому что они на мир смотрят по-разному. И иногда еще очень много вот таких нелепых факторов, как те же самые политические события, всовывать в личную жизнь. А здесь вот эту историю сразу убирайте, потому что никогда не договориться здесь с людьми с разными настолько взглядами. То есть вы должны четко понимать, социальное и ваше личное. Вот здесь личное — это ваше личное, потому что смотреть, у кого трава зеленее, у кого где-то интереснее, можно до бесконечности, вот просто до бесконечности. Здесь история всегда про то, что именно хотите вы, за что вы с этим человеком. Да, конечно, по ходу пьесы в ваших отношениях может что-то меняться, появляться новые персонажи, например, дети. Они могут появляться планированно, а могут внепланово. Ребята, это тоже жизнь. Кто виноват? Да нет виноватых. Была страсть, были эмоции, случился новый человек. Вообще, в принципе, любые отношения всегда случаются на эмоциях, когда случается вот эта страсть, вы друг друга увидели, вы поняли, вам понравилось, вам захотелось, и это абсолютно нормально. Здесь главное понимать, для чего вам это надо.
Потому что если вы хотите быстрых эмоций, как я написала в посту, если хотите идти быстро, то идите один. То есть здесь поразвлекались, потусовались и пошли дальше. Вы понимаете, что вам сложности не нужны, трудности тоже. Вообще вам не хочется ничего решать. И пусть оно будет как будет. Здесь каждый, конечно же, свое время тратит на то, что он хочет. Но чтобы вы понимали, что жизнь – это определенный отрезок времени. На что вы его тратите? На что? На тусовки, выяснение отношений, на какие-то моменты, вот здесь сказать, что я прав, кто-то не прав. Это история вашего времени. Все. В конечном итоге, выходя из одних отношений даже с большим багажом детей, недвижимости, ответственности, вы сталкиваетесь перед новыми отношениями, когда вы понимаете в какой-то новый момент времени, что так у меня же сейчас все то же самое. Приходится все то же самое строить с нуля. Зачем вот этот вот путь выходить? Потому что от любой случившейся ситуации, которая случается в жизни, и до принятия решения есть вот этот вот момент страданий. Да? Когда мы вот эти вот эмоции, страдаем, претензии, ругательства, ссоры. Так вот, я вам скажу, вот от точки А в точку Б, вот этот промежуточный этап, он вообще не обязательный. Здесь можно просто написать себе вот в ежедневник, на телефон, на холодильник написать. Эта фаза не обязательная. Можно сразу задавать себе вопрос. Окей, то есть страдать вот здесь не обязательно. Здесь можно сразу сказать, что делать будем? Окей, садимся сразу и говорим, меня здесь обидели, почему меня здесь обидели, почему здесь проигнорировали праздник, почему здесь проигнорировали подарки, я ждала, я ждал, я хотел поехать к маме, я хотела, не знаю, на вечеринку. Вот эта история. Потому что самое основное, перед тем, как принять решение, конечно же, выйти замуж, жениться, это нужно вот понять такое основное, главное осознание, что теперь самым главным человеком в моей жизни становится мой партнер. И до этого, конечно же, не все хотят дорастать. То есть у многих по-прежнему важнее друзья, родители, тусовки, работа, вечеринки. Но основная история, ребята, того, что вы решили жениться и выйти замуж, это вы подписываете документ, где вы сейчас с этим человеком переживаете все свои трудности в жизни. Так? Так. Ну, и начинается потом. Я хотела погулять с друзьями, я всю жизнь гуляла с друзьями. У меня вечеринка с подругами, я всегда тусовалась с подругами. Я вообще как бы всегда по любому поводу звоню и спрашиваю маму или папу. Это прекрасно. Потому что до всего в этой жизни нужно дорасти. Сначала мы девочки, потом мы девушки, потом мы женщины. Сначала мы мальчики, потом мы мужчины. Да? И это история того, что нужно как раз-таки для любой своей роли в жизни нужно дорасти. И это не случается просто так. Все приходит с опытом, все приходит с годами. Опыт не приходит в 10, 15, 20 лет. И даже в 30 он редко к кому заглядывает. Но если, конечно, у вас до 30 лет была просто бурная жизнь, которая вам нахлестала по щекам, конечно, тогда в 30 лет будет опыт. Да? Но если вы до 30 лет у вас не было никаких отношений, то вы-то и не понимаете себя, как вы ведете в тех или иных ситуациях. Поэтому здесь, конечно же, нужно понимать, что подписывая вот этот очень важный документ, где вы решили принять на себя ответственность, быть второй половинкой, конечно, скажете, я вообще в жизни никогда это делать не буду. Ну, не будете и не будете. Значит, не достичь вам величия в других областях своей жизни, в профессиональном статусе в том числе, не того величия, которое бы вам хотелось, не тех финансов, которые вы хотели. Не я это придумала, ребят, это придумала жизнь, это придумал закон эволюции. Вот так.
И да, до любой роли нужно дорасти, потому что роль женщины в семье, как многие там любят обесценивать, вот что она делает дома, там, не знаю, она просто рожает детей, но она же типа родилась там для того, чтобы рожать, делать других детей, да, она же просто, вот она же умеет вот это все готовить. Скажу вам, ребят, что научиться готовить могут и мужчины, и женщины. Луна есть у нас у всех в натальной карте по умолчанию. Знаю очень много мужчин, которые шедеврально просто готовят. Это просто какое-то, вот просто безумие вкусов. Это настолько прекрасно. И они не говорят, что я как бы не мужчина. Нет, они говорят, я мужчина, который просто офигительно готовлю мясо, офигительно готовлю суп, салат. Неважно, без разницы. Да, куда булочки просто классные пекет. И меня просто вот просто шляпу снимаю перед такими мужчинами, которые вот просто вау, просто вау. И здесь, конечно же, то, что вот роль женщины в браке, это, конечно же, воспитательная, мотивационная, естественно, воспитывать себя, не сорваться вот на всех, с учетом того, что наша жизнь, она вот сейчас вот летит, бежит, стремится, и нам всем хочется куда-то, да, мотивационно, чтобы все хотели дома, потому что если никому ничего не надо, чтобы вы понимали, у женщин нет никакой мотивации жить в этой семье, хочется встать и выйти, ну это просто вот так для галочки, да, вот просто чтобы все понимали. Естественно, мотивация не просто детей, но и мужчин, да даже собаку с кошкой мотивировать тоже как бы надо, чтобы понимали, знали свое место, да. То есть это такая история очень большого вложения своего эмоционального интеллекта, потому что женщина в семье это тот организм, который перемалывает все трудности. Ну, как бы все мужчины думают, что вот они все такие вот классные. Нет, есть мужчины, которые понимают, что они тоже с изюминкой, и это на самом-то деле дорогого стоит, когда мы все, каждый, и мужчина, и женщина, понимаем, что мы, ну, еще тот орех, да, и это вот осознание просто дает нам идти на уступки и говорить: извини, я не прав, я не права, виноват, виновата. Это такая очень важная история, потому что когда мы приходим мириться, да, это не говорит о том, что мы вот прям повинуюсь, слушаю и все, вот я вот голос. Нет, это говорит о том, что нам важны эти отношения. На самом-то деле такая большая философская мудрость, такой с пометкой на будущее. Когда мы миримся и идем вот в эти отношения, это говорит о том, что нам это важно. Не потому, что у нас нет характера. Характер мы все можем показывать где-нибудь на работе. Вот там мы можем показывать свой характер. Но почему-то большинство и мужчин, и женщин характер показывают дома. Своей нереализованности характер почему-то дома. И потом говорит: ты меня не понимаешь. Неважно, мужчина или женщина это говорит. Это все от нереализованности. И да, вот такая вот большая роль и функция у женщины, до которой нужно максимально дорасти, для того, чтобы была вот такая красивая картинка радости и счастья. Это перемалывает трудности, которые случаются в семье. Когда у мужа случается какой-то аврал, когда резко заканчиваются деньги, когда по каким-то причинам, ну вот случилось то, что случилось в нашем мире несколько лет назад, и многие семьи остались без средств существования. И что? Нужно было всем взять вот так вот и выйти и сказать: все, мой мужчина больше не зарабатывает деньги. Все? Нет. Вот это большая такая мощная, важная роль женщины, которая есть в этом мире. Да, рожать детей. Естественно, эта опция доступна большинству женщинам. Ну, только 2% людей в плане вот по натальным показаниям могут не иметь. То есть есть такая история, это очень сложная, это очень печальная история, да. Не буду сегодня, естественно, про нее, да. Но роль, функция основная женщины вот такая. В нашем мире, в нашем социальном мире, где большие злостные требования, это, естественно, про мужчин сейчас тоже расскажу, не волнуйтесь, мужчины. Это мотивация, это воспитание, это поддержка, и это как раз-таки перемалывать все вот эти гигантские трудности, сложности, которые случаются, потому что очень часто в любых семьях случается такое, что мужчина останавливается в финансовом заработке, все резко меняется, и семья живет за счет работы жены. И такое бывает, и во многих семьях такое бывает, и это не такой прям
вау, все, нужно срочно разводиться. Нет, естественно, нормальный мужчина, у которого резко что-то изменилось в финансовом плане, он, естественно, тут же находит варианты, источники заработка, но семья держится на плаву, потому что женщина способна перемалывать вот эти трудности, которые случаются, да? Роль мужчины в семье, роль мужа. Конечно же, мы живем сейчас в злостном социальном мире, который требует от мужчин быть не просто классным мужем, но еще быть шикарным любовником. Классно, стабильно зарабатывать бесконечно много для того, чтобы оправдать все ее хотелки и инстаграмные красивые картинки, которые, кстати, скажу вам, что большинством женщин-то и не надо. Ну, один раз подарили вот этот, не знаю, огромный букет, она попыталась поставить его в вазу и сказала: слушай, давай лучше ты вот на вот эти деньги, мы с тобой лучше какие-нибудь другие, там, не знаю, куда-нибудь сходим, потратим на что-то другое, что-то такое осязаемое, вложим, потому что когда идет такой адекватный финансовый бюджет в семье, это не просто я хочу эту картинку красивую, да, я вот уже воспринимаю все траты как вложение, давай мы вложим во что-то нормальное. Еще функции, которые требуются в этом социальном новом мире, в этом поколении от мужчин. Быть шикарным отцом, роскошным любовником, что еще не сказала, да? Классным сыном для родителей. То есть не себе заработать, своих детей обеспечить, но еще и родителей. То есть вы понимаете, да, женщины, какая гигантская социальная роль. Мужчины сейчас сидят такие, просто такие. Они просто и без моих слов это все знают. То есть нормальный мужчина, который думает о сущности бытия, он понимает, что так. Может, я вообще лучше одиноким-то побуду? Ну, как бы здесь, там, и вот мне вот как-то вот это вот все. Вот эти вот игры, как-то я уже наигрался с этим совсем. На самом-то деле здесь нужно просто четкое такое понимание, да. Финансовая стабильность, да, деньги, это все, конечно же, важно. Мы с вами живем в материальном мире. Но, женщины, я бы так сказала, не заиграйтесь в инстаграмную картинку. Понимаете, что основа вашей жизни, когда вот вы удовлетворите вот эту финансовую амбицию свою, да, лучше, конечно, если вот у вас есть вот эта финансовая амбиция, реализуйте ее сами на своем поприще профессиональном. Это будет классно. Здесь, кстати, еще очень много страхов и у мужчин в том числе. Многие мужчины хотят красивую, интересную женщину, в котором есть вот это вот, если комплекс ревности, вот этот вот есть, да, посадить дома в золотой клетке, ее все обеспечивать, чтобы вот она не работала. И такие истории бывают. То есть здесь не про сбитые фокусы по жизни, да, здесь дайте своей второй половинке тоже реализовываться. Потому что мы с вами все идем вот в этот мир большой, глобальный, мощный, где нужно, чтобы у каждого было свое дело. Потому что мир настолько нестабилен в финансовом отношении. И когда вы строите семью, не кладите все яйца в одну корзину. Было бы классно, если бы у вас было несколько источников дохода, и муж, и жена зарабатывал, и у вас какие-то были совместные еще идеи, проекты, чтобы вот как-то вот это все стекалось, и вы понимали, что у вас есть достаток. Ну и основное такое, наверное, очень мощное и важное, да, вот сейчас про вещи такие говорила, да, конечно, я всегда и 10, и 15 лет назад, и сейчас уже находясь, будучи 10 лет в браке, я до сих пор топлю за любовь. Сейчас мне скажут, полетят камни, вот эти вот все, я за вот это эфемерное, да, когда все на свете не важно, когда обиды, переживания, вы чувствуете, что вы на каком-то горестном пути, что вас не понимает вторая половинка. Почему не понимает? Почему не понимает? Потому что вы не сказали. Основная история того, всех проблем в жизни, я сейчас буду говорить, кстати, про проблемы в виде Сатурна, Юпитера, Нептуна, Плутона и Урана. Вот все вот эти большие 5 астрологических проблем, которые случаются с нами, из-за которых разрушаются все отношения. Но прежде всего, когда случаются все эти проблемы, основная проблема, знаете, какая? Мы не разговариваем. Мы думаем, мы имеем в виду, мы подумали, что кто-то догадается, мы подумали, что это как-то придет само, мы
принимали это как должное, родители нас просто любили, нам что-то там покупали, у нас что-то было, они нас просто обнимали, потому что у них было время, особенно если вы единственный ребенок в семье. Для вас это вообще все само собой, когда все, что есть у ваших родителей, доставалось вам, это и внимание, и любовь, и подарки, и время родительское. И естественно, если вы один ребенок в семье, вы понимаете, что так, я сейчас вот вышла замуж и женился, я понимаю, что все внимание моего партнера идет не мне. Особенно очень часто это случается, когда получаются дети. Ну, то есть, если вы понимаете, что у вас есть такая внутренняя большая наполненность, настроение, радости, счастья, или же у вас такие планы, вы решили прям так подняться с партнером, это всегда приходят дети. В жизнь всегда входят дети, всегда случается беременность, и это такой момент сложный. Для многих людей 1 и 2 это такая стандартная история, ну, как бы все, мы состоялись как родители, 2 детей у нас уже есть, хотя, мне кажется, состояться в родительстве это история до самой смерти, да, потому что даже быть родителем, потому что дети всегда остаются, даже пусть им 40-50 лет, да, а мы старые, в возрасте, дети всегда для нас будут детьми, неважно, сколько нам им лет, да, то есть сказать, что мы состоялись в родительстве, ну, это такая фраза, да, а когда случается, например, 3-я беременность, у людей очень часто шок, на самом-то деле 3-я беременность это про масштаб личности вашей семьи, то есть если вы нацелили план на большое, мощное и глобальное, здесь всегда, как правило, будет 3-я беременность. Если вы вообще человек в жизни творческий, эмоциональный, счастливый, очень радостный, то у вас будет много детей. У вас либо Юпитер, либо Плутон в 5-м доме. Это сразу я вот просто говорю по натальной карте. Да? Нептун в том числе может здесь быть. Но Нептун дает очень много всяких разных там измен и вот этих вот историй. Но вот если у вас вы такой страстный по жизни человек, амбициозный, то здесь, скорее всего, Плутон в 5-м доме. Если вы просто такой мудрец по жизни, такой тусовщик, то здесь, конечно же, Юпитер. Здесь просто понимаете мощность, на каких скоростях и мощностях вы по жизни едете, да, и всегда понимаете, что вас не должна напугать там какая-то новая беременность, вы просто должны понимать, нужно вам это сейчас или не нужно, уместно, неуместно, ваш организм, ваши сложности по жизни, в принципе, сейчас. Все проблемы от того, что нам страшно, то есть мы эмоционально не можем выдерживать определенные сложности и трудности. С появлением детей оголяются все наши нервы, все наши провода, наши страхи, переживания. И здесь нужно понимать, а чего мы боимся-то на самом деле. То есть, чего мы боимся, значит, туда надо идти. Ну, то есть, если мы понимаем, что мы боимся отсутствия финансовой стабильности, то нужно идти как раз-таки в развитие этой финансовой стабильности. Если мы боимся, что нам не хватит любви, нужно искать в себе вот эти грани, раскрывать. Почему? Ну вот я вот, например, всех своих подписчиков люблю. Да, даже те, кто оставляют прям гадкие комментарии, я просто понимаю от какой-то большой нелюбви, много страданий, непонимания в жизни человека. И это такая, знаете, вот история принять очень сильно диаметрально противоположную точку зрения. То есть, когда вы отваживаетесь на такой шанс иметь детей, то есть вы понимаете, что теперь ваше сердце будет находиться не в вашем теле, оно будет ходить где-то рядом, оно будет иметь другую точку зрения, оно будет отыгрывать ваши самые неприятные грани, то есть те грани, которые вы хотите в себе скрыть, которые вам самим страшно на себя смотреть в этих моментах жизни, вы себя не любите и не воспринимаете. То есть вот это иметь детей, когда, да? И когда вы все-таки дорастаете в паре до этого момента, появление детей это не просто все то, что я сказала. Здесь еще естественно, наши дети, когда рождаются, они максимально похожи на наших с вами родителей. То есть у них будут те же самые качества, плюс-минус, что у наших родителей. И вот здесь мы максимально начинаем понимать, принимать или воевать то есть воевать со своими родителями. То есть насколько мы понимали и воспринимали своих родителей, мы понимали, правы они были или нет,
насколько они пытались нас воспитать, сколько любви они нам дали. Здесь вот эта вот чаша весов такая очень большая, мощная, потому что дети это всегда про расширение нас, про движение. Я не говорю про то, что дети это всегда про то, чтобы нас заземлить, опустить на дно, чтобы нас потопить, потому что многие про брак думают точно так же. Ребят, нет, брак это всегда расширение, брак это всегда к социальному росту, дети это всегда к развитию и к масштабу. Ну, то есть, что вы понимали, и это такая очень мощная глобальная история, если вы до нее дотягиваетесь, то есть если вы способны ее распознать, если вы способны ее понять, значит вы готовы. И нам всегда страшно. Любая женщина, которая едет на роды, которая делала это даже не один раз, ей, поверьте, всегда страшно, потому что ты никогда не знаешь, что пойдет не так. Любой человек, который вступает в отношения, всегда страшно. Когда случаются трудности в отношениях, это тоже всегда страшно. Это не говорит о том, что человек мы плохой. Нет, это говорит о том, что у нас есть страхи, у нас есть чувства, у нас есть эмоции. И да, когда игра стоит свеч, мы реально понимаем, что нам это будет стоить и какой частью нашей души нам придется пожертвовать, потому что когда случаются определенные трудности, у нас нет гарантии. Вообще вся социальная жизнь – это отсутствие каких-либо гарантий. Ну, то есть, что вы понимали, нам всегда страшно. Устраиваясь на определенную работу, мы, конечно, надеемся, что у нас там сразу будет все классно, но нам тоже страшно, согласитесь. И это такая нормальная история, когда мне говорят, а какие гарантии? Ну, то есть там, я хочу, чтобы это было вот так. Я говорю, ну вот так не будет. Будет по-другому. Я так не хочу. И вот люди хотят гарантий. А гарантом можем выступать только мы, когда мы сами понимаем свою ответственность, когда мы по-человечески себя ведем, когда мы вкладываемся в процесс настолько, что мы реально понимаем, что нам интересно, что мы этого хотим, что это стоит того. Потому что у нас у всех есть дни плохие, когда нам хочется сказать все, я устал, я ухожу. И здесь, конечно же, все зависит еще и от аспектов, которые в этот момент отыгрываются, да, потому что трудности в любых отношениях есть у всех, ребят. Даже если вы где-то увидели красивую картинку в социальных сетях, знайте, что если эти люди очень много лет вместе, вы не знаете, что они прожили, вы не знаете, какой путь они прошли, и если они в этот момент времени сейчас вместе, у них счастливые лица, то было очень много чего пройдено, потому что новый каждый этап жизни, новый член семьи, новое приобретение, да пусть это даже недвижимость, новые какие-то фишки в вашей жизни, это всегда путь, это всегда страхи, это всегда сомнения, это всегда чаши весов. Конечно же, когда есть такой инструмент, как астрология, всегда это проще, да, потому что когда вы мне пишете и говорите, что вот все плохо в отношениях, я объективно открываю ваши транзиты и понимаю, какие планеты здесь работают, на какие эмоции нужно из себя вытягивать, как нужно с точки зрения вот этих сложностей перемалывать сейчас эту ситуацию, как к ней подходить, да. И если, например, это такая очень простая, легкая история, например, если Юпитер прокатывается там по 7-му дому, по 5-му дому, по 11-му дому, да, по асценденту в том числе, то это всегда социальная реализация, то есть это всегда, когда есть плюсы и минусы, да, влияния этой планеты, это либо я хочу расти, развиваться, хочу социальный статус, хочу вот так вот стать звездой, хочу стать заметным, да, ну вопрос, почему хочется? Хочется как у всех? Хочется, потому что на самом деле реализовать то, что есть внутри, в душе, свои идеи, планы, которые были когда-то в жизни, это история, которая может не понравиться, не создаст такую красивую картинку и флер. Но, ребята, мы здесь не для того, чтобы быть похожими на кого-то, мы здесь каждый для того, чтобы отыгрывать свою жизнь, чтобы жить свою жизнь и быть в ней максимально счастливым человеком. И это та самая история, которая, вот она есть, она именно такая. И не надо смотреть, что у соседа трава зеленее. Нужно быть счастливым вот в этом настоящем моменте.
И когда ведет аспект Юпитера, это всегда вот эти эмоциональные качели, претензии, ссоры, когда мы ругаемся, мы хотим вроде как и работать, и мы работать не хотим. Мы говорим, что нам не хватает внимания, что нам кто-то что-то должен, нам не хватает денег, чтобы там на что-то потратить, на что-то вложиться. Нужно всегда вспомнить свои истинные ценности, потому что Юпитер в основе лежит здесь мудрость и свои внутренние личные ценности, наши ценности, не ценности общества, поработить всех и сделать одинаковыми. Нет, наши собственные ценности, идти против этой серой массы общества и быть собой как личностью. И это наша собственная изюминка, которая нас отделяет от других. Это та самая изюминка, по которой вы смотрите вот это вот сложное, скучное, неинтересное видео без разбавленных картинок. Вы смотрите суть. Вам интересна глубина этого вопроса, потому что мне интересна глубина этого вопроса, потому что жить надо свою жизнь, ребят, и любить то, что ты делаешь, и людей, с кем ты идешь по жизни, и тех людей, которым ты отвечаешь, на кого ты тратишь свое время. То есть это нужно любить. И тогда вот этот аспект Юпитера перестает влиять. Когда вы понимаете, что вы с этим человеком в жизни, за что вы любите, за что вы с ним, какие у вас ценности, и вы понимаете, что вот это общественное мнение для вас больше не важно. И все, этот аспект перестает вот так разрушающе работать, он просто отваливается, проходит какое-то время, потому что аспект Юпитера, он не такой длительный, например, как аспект Плутона, да. Идем дальше, Сатурн. Когда наступает аспект Сатурна на 7-й дом, на 5-й дом, часто на 5-й или на 11-й дом наступает вот аспект Сатурна, либо создает аспект к планетам в этих домах. Ну, потому что когда Сатурн на 1-й дом или на 7-й идет, встает на асцендент, на десцендент, как правило, это люди женятся, да? Ну, то есть события такие в жизни случаются. А здесь аспект Сатурна на 5-й дом говорит, что нам не хватает любви. То есть у нас такое чувство одиночества, а у нас такое чувство, что нам все надоело. И такие сухие эмоции, у нас недостаточно эмоций. Нам хочется взять и сказать: все, я просто развожусь, я просто ухожу, мне надоело, это как бы вообще не то. Ну, то есть эмоций вообще нет, настроения вообще нет. Это холодность, это кажется, что нас не любят, это кажется, что мы достойны большего. Здесь опять же про ценности. Сатурн — это социальная планета, ценности общества и ваши ценности. За что? Вспомните, что было в самом начале ваших отношений, почему вы решили разойтись, почему вы решили когда-то выйти замуж, жениться на этом человеке, что у вас было общего, какие у вас были ценности, за что. И если вам сейчас ощущение, что у вас не хватает любви, а сколько лично вы вкладываете любви и теплоты в эти отношения? Это такой очень важный, мощный вопрос, который нужно иметь смелость признаться вот в этом своем личном одиночестве. Может быть, вам захотелось сейчас просто погрустить, а признаться себе в том, что я сама решила или сам решил погрустить, там, предъявить претензии, обиды, вот это вот все. А вроде как не камильфо же себя винить, да? Вот надо вот на партнера слить, так проще, легче, и обвинить его так вот, прикрыть это вот так скандальчиком таким, да, потому что я так сказала или сказал, да, и все, и разойтись. И потом чувствовать, что я вот права, да, ну, такая история. Подумайте, аспект Сатурна тоже не так долго длится. Имейте смелость себе просто признаться, что вот у вас внутри вот так вот набежало, накипело. Надо в этом разобраться обязательно, и тогда этот аспект конвертируется как раз-таки в приобретение недвижимости, в расширение вот этого эмоционального контакта, когда все другие последующие трудности, которые будут у вас в жизни, вы будете проходить с сухостью эмоций к этим трудностям. То есть эти эмоциональные качели не будут на вас так влиять. Вы будете понимать: так, это пройдет. Давай мы сейчас вложимся во что-то интересное. Мы вот так расчетливо с тобой вдвоем подойдем к каким-то таким моментам. Может, мы с тобой что-нибудь такое очень важное и ценное купим, что потом нам будет приносить, например, дивиденды. И мы с тобой на эти деньги будем прекрасно проводить время, вкладывать, например, в образование детей, потомков, вкладывать там свою недвижимость, то есть поднимем социальный статус, свое комфортабельное существование. И это, знаете, такой момент очень важный, когда люди понимают, что они сильнее вот этих трудностей, вот этих эмоциональных, начинают очень много спориться и идти по-другому.
Гораздо сложнее здесь с высшими планетами. Высшие планеты — это не социальные планеты, да. Если с Юпитером мы чувствуем такую нереализованность, да, и мы в своей нереализации виним всех вокруг, Сатурна мы виним в своем одиночестве всех вокруг, то с Нептуном все гораздо сложнее. Здесь Нептун — это измены, это алкоголь, это различного рода зависимости, алкогольные, наркотические, вообще без разницы, да. Здесь психологические расстройства в том числе. Про измену уже говорила. Здесь история, когда хочется вот таких вот каких-то романов, неземных отношений, как в кино. Вот это вот все так вот. Хочется вот такого, чего в жизни-то не бывает в реальной. Если вам хочется чего-то такого, почитайте роман, посмотрите романтический фильм, посмотрите фильмы с трагическим исходом, когда хочется чего-то такого неземного, и, как правило, это неземное заканчивается вот на неземных эмоциях, в неземном мире. Это правда так. Здесь про зависимости в том числе, когда мы чувствуем такую внутреннюю эмоцию несчастья. Здесь появляются зависимости. Как правило, это у мужчин алкоголь, наркотические зависимости. Женщины злятся, ругаются, ничего не делают. У мужчин, как правило, это идет от того, что их не понимают. Но это вот такая вот очень глобальная, фундаментальная мысль. Сейчас мне женщины, у которых там близнецы у меня все в кармических гороскопах, решили развестись. Понятно, что у вас там транзит Нептуна. Это я очень прекрасно понимаю. Пройдет транзит, пройдет и эмоция. Здесь, как говорится, насколько эмоциональный интеллект, да, у вас способен вот это перемолотить. И, конечно же, ни в коем случае не оправдываю, не сваливаю все на Нептун, да, просто Нептун характеризует все, что случается с человеком. Если говорить про женщин, то здесь другие бывают легализованные зависимости, там это вкусняшки, начать очень много есть, как правило, вкусняшки же у нас легализованы в обществе, да, начать в принципе просто много есть, заедать вот этот стресс, не любви, отсутствие романтики, отсутствие взаимопонимания. Почему аспект Нептуна очень сильно влияет? Аспект Нептуна может влиять в нескольких ипостасях на нас, на нашу жизнь. Здесь либо измены, зависимости, желание вот любви, но мы не признаемся, не разговариваем про это. Мы не разговариваем про глубокое, про душевное, потому что Нептун — это большой такой компонент нашей души. То есть вот Луна, которая у нас у всех есть в натальной карте, есть Нептун. Вот Луна — это такая больше материнская вот такая вот любовь, да, когда мы оберегаем своего ребенка, когда мы защищаем, заботимся. А Нептун — это такой сверхкомпонент любви, да, то есть компонент сверхлюбви. То есть когда мы выходим за рамки этой любви, и мы любим этот мир. Мы любим людей, мы любим незнакомых людей, мы любим даже тех людей, кто говорит нам гадости. То есть, не как, что мы вот одну щеку подставили, можно и вторую. Нет. Мы понимаем, почему человек себя так ведет, мы к нему снисходительны, мы не пишем гадости в ответ, потому что мы, в принципе, понимаем, у нас такое внутреннее понимание и даже где-то грусть из-за этого человека, да. И Нептун вот здесь про вот такое большое глобальное, когда неважно, какой мы национальности, в какой стране мы живем, мы воспринимаем человека просто такой, какой он есть, да. Вот Нептун за это отвечает. И очень часто, когда в жизни случаются измены, зависимости, это как раз-таки, когда мы не можем, не то, что мы не себя не любим, и второго человека, который рядом с нами, да, то есть нашу вторую половинку, мы не делимся своими переживаниями, мы не раскрываем душу. И это история больших и очень таких глубоких разговоров. Вот можете ли вы со своей половинкой второй посмотреть такой очень глубокий трагический фильм, например, поговорить на такие очень запредельные, сложные, печальные темы истории. Например, если с вами что-то случится в родах, что случится дальше с вашей семьей? Или, например, если весь мир будет рушиться, что будем делать мы с тобой? Это такие очень важные, глубокие темы, на которые, к сожалению, большинство распавшихся пар даже не задумывалось поговорить. Нептун про это. Старайтесь говорить в ваших отношениях про большое, глобальное, страшное, печальное, в чем вы боитесь себе признаться. И тогда Нептун будет конвертироваться в количество детей,
количество возможностей, в количество любви, в количество радости в вашей жизни. Нептун — основной компонент счастья, я это уже раз говорила. И да, ребят, и если в вашей натальной карте находится Нептун в 5-м доме или Нептун находится в 7-м доме, это говорит, конечно же, что все ваши партнеры, которые случаются в вашей жизни, они вам даны по карме. То есть вам, скорее всего, сложно будет в теме отношений. И вам, конечно же, хочется легкости. Вам хочется, чтобы вот это было вот как вот где-то вот там, я не знаю, написано, нарисовано в романах. Идеально. Здесь вот это стремление к идеальному. У вас не будет идеально. Просто примите этот факт, что история идеальных отношений у вас не будет. Вам нужно душу вкладывать в эти отношения для того, чтобы они у вас срослись, как хочется вам. Но эта история длиной в жизнь, длиной в эти отношения. И выйдя из этих отношений, вам нужно будет вкладывать историю в другие отношения, если вы на них отважитесь. И это такой момент, что здесь нет хороших и плохих. Есть то, на что вы решаетесь или нет. И да, Нептун — это такая задачка со звездочкой. Но поверьте, люди проходят, и я знаю пары, которые разговаривают по душам, и в этих парах нет измен. В этих парах настолько доверительное отношение, человек может, не знаю, открыть телефон, посмотреть, позвонить, там, не знаю, любому родственнику спросить там какие-то моменты про жизнь. То есть, например, когда одного нет дома, второй человек совершенно автономен и может всеми делами дома руководить, и у него полный доступ ко всей информации. То есть здесь абсолютное доверие. Вопрос, насколько вы готовы в это доверие пойти? Потому что от этого будет зависеть вся открытость, и сложность и любовь, которую вы хотите получить в этих отношениях. Это труд. Это эмоциональный труд, прежде всего. Это не лопатой кидать. Я всегда говорю, лопатой кидать проще всего. Ты пошел, ты покидал, ты понимаешь, ты видишь результат этого действия. А здесь дорога всей жизни. И, естественно, ваши дети, которые будут у вас рождаться, если у вас Нептун в 5-м доме, будут максимально вам помогать отыгрывать свой эмоциональный интеллект. Да, и это такая очень важная и фундаментальная история. Если же у вас сейчас аспект Урана, и вам мужчина, молодой человек в ваших отношениях или женщина, и такое бывает, и вы мне скажете, что нет таких, и есть такие женщины, которые просто вы проснулись, ее нет дома, она собрала вещи, нет ее вещей, нет ничего, и она просто сказала, встала и вышла, сказала, я устала, я ухожу, мне надоело, я хочу свободы. Это Уран, ребят, это Уран, неважно, кто здесь так сделал, мужчина или женщина, когда человек считает, что у него нет права на ошибку, нет права на свободу реализации себя, то есть на свободное какое-то времяпрепровождение. Сейчас все начнут задавать вопросы, я сейчас расскажу, про что это. Как раз таки про Уран, когда мы резко начинаем на этом аспекте вспоминать, что мы чего-то там когда-то в жизни в своей хотели, и мы этого не сделали, и нам сейчас срочно нужно это делать. Это либо Уран бьет, неважно в какой момент это времени случается, бьет 5-11 дом, либо 7-й дом бьет Уран, идет по 7-му дому, когда нам бесконечно хочется развестись, сказать, мне это надоело, я так больше не могу, это вообще что такое. Либо всегда полуоборот Урана в 42-44 года, ну то есть вот этот диапазон времени, когда мы вспоминаем, что мы где-то там в 20-22 года хотели, вот прям вот это мы хотели, и мы тусовались, и мы двигались, и энергии у нас было столько много, и мы вот так вот хотим сейчас, в 42-44. И это такой момент, знаете, очень достаточно интересный, на который почему-то все любят говорить, почему я имею право жить как сейчас. Сейчас же развелось очень много вот этих психологов, которые говорят, надо выбирать себя. Надо выбирать себя. Конечно, если вы эгоисту скажете, что надо выбирать себя, он запомнит только вот эту историю, наплюет на всю вот эту вот ответственность, которая у вас есть, там, не знаю, дети, собака, кошка, там, жена, муж, и вот это вот все. Он пойдет там, выбрал себя, и все, он пошел. Пройдет вот этот аспект, да, придет следом аспект
Нептуна. Но после Урана всегда приходит Нептун. Тот же самый мощный аспект, эмоциональный, когда идет очень много слез, переживаний, всегда. Ну, то есть так построено. Сначала приходит Плутон в 41, да, в 40-41, начинает разрушать все, что, ну, до Плутона мы еще не дошли, да, все, что вообще не так работает, да. Потом приходит Уран, который говорит: так, мне надо свободы, мне все это надоело, все эти ваши правила, устои, они не работают, все, что мне говорили, обещали, это все полное, вообще не то, я хочу все по-другому, я хочу, как вот когда-то вот я делал, у меня получалось. И мужчины, и женщины, напомню, все вот это делают. И в этот момент и мужчинам, и женщинам бывает вообще без разницы на всю ту ответственность, которая есть, на ценности, на взгляды на жизнь. Просто я устал, я ухожу. То есть здесь гипертрофировано ощущение свободы. Знаете, о чем говорит? Говорит о том, что вы как человек на настоящий момент времени в 42, 43, 44 года не реализовались в жизни и в социальном статусе. Все то, что вам должно было, нужно было совершить, вы не сделали. То есть и сейчас вы пытаетесь, типа, вот я вот от всего отказываюсь и иду, типа, делаю все, что я хочу. Только так это не работает, ребят. Надо было вот к этому моменту в жизни начать делать что-то креативное в своей социальной реализации, чтобы хоть как-то повлиять на свое будущее. Потому что Уран – это компонент нашего будущего. Куда мы идем, куда мы стремимся. И если вы погрязли в бытовухе, если вы погрязли в своих каких-то ожиданиях и сами ничего не делаете, если вы ждете, что как-то друзья, тусовки, как-то оно само сложится оперативненько и будет вот оно вот так легко, ребят, не будет. Будет потом выжженное поле, будут потом те самые эмоции, которые раздавят, да. А они обязательно будут, потому что то количество боли, которое мы причиняем другим людям, оно всегда возвращается к нам, всегда. Поэтому здесь всегда, когда мы принимаем решение, я всегда за то, чтобы мы принимали решения и были максимально честны. Ну не можем мы сделать эту работу, ну сговорим мы работодателю, говорим: я не могу, мне это не нравится. Прошло время, и я больше не хочу. Работает легко. Ты взял и ушел, на твое место пришел другой человек. Да? Работа – это работа, как говорится, это бизнес и ничего больше. Но когда мы вкладываем душу, а семья – это всегда наша душа. То есть это всегда наше время, это время наших вторых половинок, это лучшие годы нашей жизни, это молодость, это амбициозное время, это когда у нас, как правило, такой большой, глобальный, мощный вселенский запас энергии. Я не говорю, что в 42-44 жизнь заканчивается. И, к сожалению, многие, судя по комментариям, которые оставляют у меня на канале, что если вы вышли из отношений в 42, 43, 44, это я сейчас в поддержку тех, кто считает и чувствует, что остался у разбитого корыта с большим багажом, бэкграундом и с большой семьей, на нем дети, на ней дети. Потому что и бывает такое, что женщина выходит из отношений, и дети ей не нужны. И я знаю такие случаи, ребята, и они случаются очень часто, поэтому здесь вопрос, конечно же, про ответственность и про то, что вот этот аспект Урана, который приходит, да, его нужно направить в работу, в карьеру, в реализацию, его не нужно направлять в личную жизнь, не надо разрушать все дома, а все проблемы в жизни от того, что мы не живем свою жизнь, мы хотим вот так, вот так, вот так, но почему-то считаем, что как-то оно должно случиться само. Ребята, оно не складывается вот так само. Нет, нужно самим потеть. И да, если вам кажется, что вы остались у разбитого корыта, я вам говорю, что в 44 жизнь не заканчивается. Нет. Это середина нашей жизни. Зачем вы решили говорить, что я уже все, больше в отношения никуда, ни ногой, зачем мне это надо? Вы чего? В мире столько всего классного, полно на самом деле и мужчин, и женщин, которые в таком осознанном возрасте, детки подросли, вы уже в родительстве прошли те грани, в которых уже, возможно, не хочется иметь маленьких детей. Да, у меня буквально вот недавно коммент оставили: я в этом году, мне 51 год, я планирую стать мамой. Кто осудит? Никто не осудит. У каждого своя жизнь. Здесь нет никаких времен
временных рамок. Не обязательно выходить замуж, жениться в 20 лет, нет. Кто-то делает это в 35, и ему прекрасно. Зато до 35 лет человек просто настрадал на работе, в отношениях, и там его жизнь по щекам нахлестала, и здесь. Зато женившись, выйдя замуж там в 38-40, человек будет ощущать вот эту прелесть отношений, он будет ценить. Потому что в жизни-то до этого происходило очень много. Здесь про ценности, да. И как раз-таки очень многие теряют вот эту свою внутреннюю ценность, ощущение свободы и радости. И почему-то закрывают вот эту грань своего будущего, убирают свое будущее. Нельзя так делать нельзя. Надо, наоборот, открывать перед собой возможности, если так случилось. Да, это я вот в поддержку тех, кто остался и чувствует себя одинокими после множества лет вкладывания души, да, и это такая очень важная история. Здесь главное не сломаться. Сломать мы можем себя сами, не надо этого делать, надо только идти вперед, делать хоть маленькими шажочками, улыбаться, радоваться, находить лучшее в этом дне, искать плюсы, искать возможности, и они обязательно подтянутся. Так и есть. Уран злая, жесткая планета, прокатывается серьезно, прокатывается неожиданно. У некоторых, к сожалению, на аспекте Урана случаются какие-то аварии, сложности, когда вторая половинка вынуждена уходит из этой жизни, да, и этот момент, который... Но он, понимаете, он настолько глобальный, да, когда вот приходят, например, на такие мысли, да, если в голову, то все остальное, все вот эти какие-то выяснения отношений, вот эти вот непонятно, ты мне не то купил, ты мне не то сказала, это все такая фигня по факту. Понимаете, я о чем вам говорю? Потому что сейчас я буду говорить про такую очень сложную планету, да, Плутон, которая, когда приходит в эту жизнь, да, это хуже, чем экзистенциальный кризис. Экзистенциальный кризис — это когда ты лежишь и тебе ничего не хочется, да? А Плутон это планета такого большого, мощного творческого начала. Это планета трансформации. Это планета, которая, если на Плутоне происходит расход отношений, всегда остается выжатое поле в душе. То есть это вот такие эмоции, да, то есть это когда мы готовы друг друга убивать до последних эмоций, в прямом смысле. Здесь и абьюзивные отношения, здесь и драки, и ссоры, и скандалы, и неадекватные отношения, это больше под Уран, да, но Плутон — это когда все вместе вот такое, ты сидишь и понимаешь, что это вообще было, когда ты не просто ментально устал, ну то есть твое физическое тело, оно тоже устало, да, здесь и страсти, здесь и хочется отпустить, и не хочется отпустить, здесь и страсти, здесь и возможные любовные истории, вот это вот все тоже. И эту историю нужно понимать, ребят. Она такая достаточно сложная, да, особенно если вы творческий человек, вы чувствуете, вот у вас очень сильный Плутон в натальной карте. Люди, кто родился в 80-х, вы все очень страстные люди. Я тоже из 80-х, ребят. Мы все с вами очень страстные люди. Меня большинство смотрят те, кто из 80-х. У большинства этих восьмидесятников, да, ну не восьмидесятников, это к другой группе лиц относится, да, из 80-х, кто находится в самом начале 80-х, у вас вообще в натальных картах аспект несгибаемой воли, я вас называю всех Шварценеггерами, то есть это когда Сатурн с Плутоном в соединении, орб до 5 градусов, да, то есть вы, если приняли решение, то согнуть вас вообще никак. Ну, то есть вы как Шварценеггер. Только вы вот этот аспект почему-то в личную жизнь конвертируете. То есть вы в отношениях сказали, и вы не хотите ничего менять. И, как правило, все те, кто 81, 82, 83 года рождения, у них, как правило, неудачная личная жизнь. Мне даже когда пишут, вот в анкете мне пишут про личную жизнь, про отношения, или там просто я хочу узнать про вот это, и сначала пишут такую большую историю, я такая думаю, 82 год, что ли? Открываю 82 год. Ну, то есть это такая история, которая не первый день моей практики, не первый год, понимаете? То есть это история с Плутоном. Насколько сильно мы идем в трансформацию, насколько сильно мы идем в тот же секс, насколько сильно мы разбираемся в вопросах измены и понимаем эту грань. Это очень тонкая грань огромной любви и измены, любви и ненависти, черного и белого. То есть это Плутон.
Здесь истории с манипуляциями всегда, здесь истории внутренней силы, здесь всегда истерики, здесь всегда мы готовы идти до конца. Даже если мы потеряем все, мы готовы идти до конца. И когда проходит этот аспект, мы не можем понять, а почему мы так топили за это. И здесь момент, всегда бывают сожаления. Всегда бывают сожаления. Поэтому здесь понимаете, если в вашу жизнь пришел аспект Плутона, и вы трансформируете это в личную жизнь, зачем? Ну, естественно, вы трансформируете это в личную жизнь, потому что здесь есть страхи, паники, здесь есть ощущение, что нас не любят, а если нас не любят, то нам изменят. И это нам-то кажется, что нам не любят, а человек, ну, может быть, он вот просто наша вторая половинка вот так себя проявляет в любви. А нам кажется, что он сухарь, да, а он просто вот так себя проявляет. Он думает, возможно, что если будет проявлять себя как-то по-другому, что мы подумаем, что он какой-то страстный маньяк. Поэтому я еще раз говорю, нужно разговаривать. Нужно разговаривать. Зачем эти манипуляции? Нужно разбираться в себе, нужно разбираться в своих вот этих больших, мощных, сложных вопросах. Почему у нас есть вот эти внутренние страхи? Страх, что нам изменят, страх, что нам не хватит любви, счастья, что что-то пойдет не так. И аспекты Плутона — это всегда трансформации. Мы либо трансформируем наши отношения, либо мы трансформируем какие-то части своей души, свои какие-то грани, мы трансформируем свои страхи. И эта история очень такая мощная, большая, злая. Она не всегда приятная. Это всегда такой мощный, сильный оскал зубов. Но если мы начинаем в этом разбираться, мы непобедимы. Непобедимы наши отношения, непобедимы какие-то мелкие неурядицы. Даже когда мир начинает трястись, можно просто сказать, вот сейчас мы делаем это. Если кто-то, например, один выпадает, да, вот в каких-то стрессовых ситуациях, потому что всегда кто-то один выпадает. И бывает это и мужчина, и женщина. Бывает, кто-то в стрессоустойчивых ситуациях мобилизируется. Да? Бывает это в паре мужчина, бывает это в паре женщина. Кто-то может не собраться. И это способность принять тот же самый момент, потому что кто-то другой этот контроль не потерял. То есть, когда что-то происходит не так, неважно, какие моменты в жизни случаются, и когда мы вот эту историю, то есть это история доверия, то есть это история такого большого, мощного доверия, когда вот инь и ян, вот оно, мужское и женское, когда мы вместе и мы разбираемся. Это важная, фундаментальная история. И когда пара вот с этим разбираются, да, на аспекте Плутона тоже, как правило, приходят дети, на аспекте Плутона приходит в жизнь трэш-ситуации, либо гигантские финансовые потоки. Перед гигантскими финансовыми потоками, большими деньгами трясет абсолютно всех, даже самых сильных, даже тех, кто из 80-х, из большого бизнеса, потому что Плутон — это аспект больших денег, больших трансформаций, это аспекты зачатия всегда. То есть если Плутон приходит на 5-й дом, это, как правило, будет ребенок. То есть здесь, понимаете, что если вам сейчас эта история неуместна, здесь, естественно, вопросы предохранения, да, ребят. Плутон — это творческая энергия. И если вы, как человек страстный, творческий, энергия из вас бьет ключом, то, естественно, у вас будет много детей. И если вы не совсем хотите вот как бы увеличить историю с детьми, да, то вы понимаете, как можно ее немножечко остановить, как бы заземлить немножечко, да, то есть приостановить, если вы вот сейчас вам не хочется, а потом вам захочется. Это все взрослые моменты, взрослые вопросы, которые уже решаются, когда вам 18+. Меня смотрят люди от 18+, и это очень хорошая такая тенденция, ребят, когда вы понимаете, что что-то в жизни не так, я как-то не так реагирую на события и на какие-то моменты в жизни, в отношениях. И это большая внутренняя сила признать свою неправоту, потому что в отношениях ты либо прав, либо ты счастлив. И это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Потому что мы можем быть бесконечно правыми, бесконечно думать вот так и продолжать быть одинокими. А мы можем быть счастливыми дураками, которые любят всех. Мне часто говорят, что такая счастливая, ты что такая дурочка? А что грустить?
Да, трудности они есть у всех. Бесконечные трудности, бесконечно выгребаешь из жизни, бесконечно что-то случается. Случается у меня, случается у людей, которые мне пишут. И пишут сразу полотна сложных историй. И это то, что я не могу бросить. Да, я с этим живу, и мне с этим хорошо. Я люблю это делать. Это сложная история, из которой можно выйти. Можно сказать, я пойду устроюсь на работу, и все, я не буду ни за что отвечать. Потому что я прекрасно понимаю, записывая каждое видео, какую ответственность я несу. Это ответственность. Ребята, это ответственность. Вы все на меня смотрите, и это большая такая мощная ответственность. И я каждый раз понимаю, что я говорю. Я не перезаписываю, когда у меня случаются какие-то там оговорочки, где я ударение не поставлю. Мне просто лень. Вот вы докапываетесь, там пишете Нептун, Нептуна. Мне просто лень это записывать. Я перезаписываю, когда я сказала, например, какие-то очень сложные моменты, и я понимаю, что меня поймут не так. И эти моменты я перезаписываю, потому что это ответственность. Жизнь, если вы идете высоко, если вы отваживаетесь на какой-то социальный рост и развитие, это всегда ответственность. Социальное развитие, отношения, любовь, дети. Если у вас есть большая в жизни амбиция не просто зарабатывать деньги, а оставить какой-то след в истории, дать что-то человечеству, вложиться как-то в это эмоционально, конечно же, ловите много трудностей. Если вы не просто решили жить один и вот ловить этот кайфовый тренд одиночества, как-то сейчас красиво в соцсетях характеризуют, и видео снимают, и набирают они просто миллионные просмотры, я удивляюсь, конечно, ну как можно вот это восхвалять? Ну посидели, погрустили, побыли в одиночестве, ну и все, можно же даже вот и с самим собой в кино сходить, с самим собой в кафе сходить, зачем же постоянно, не знаю, вот в этом в одиночестве вариться? Это же насколько нужно любить эту клетку и бояться всех других людей, бояться совершить ошибку, бояться себя за это не простить другого человека. Мы все люди, мы все ошибаемся каждый день. Нужно дать себе право быть не идеальным. Нам хочется идеала, всем хочется идеала, женщинам в большей степени хочется идеала. Мужчины в основной своей массе ведут себя как такие медведи, как слон в посудной лавке, зашел, что-то там вот это вот сделал, натворил, такой, ой, я не хотел. Женщины начинают истерить, и вот это вот все. Но это такая вот забавная, смешная история на самом-то деле. Это вопрос сущности бытия. Что важнее? И здесь всегда будут лагеря, кто топит за одно, кто топит за другое. Но мир он создан для того, чтобы мы всегда находили себе подобных, шли вместе по жизни, и таким образом нам легче двигаться, перемалывать сложные события, нам так легче развиваться, идти вперед. Вот вы же пришли сюда, послушали, посмотрели это видео, послушали гороскоп, составили себе какой-то там план, накидали, это сделать вот так вот, тогда-то, уместно, неуместно. Это же все облегчает жизнь. Конечно, а зачем нам тогда быть настолько умными и настолько одинокими? Типа я такой умный и я такой одинокий. Да лучше блистать своими знаниями в другом деле и позволять себе право быть не идеальным. Это нормально. Мы все не идеальны. Мы все не идеальные партнеры, не идеальные родители, не идеальные дети, не идеальные астрологи, не идеальные люди. У нас у всех своя внешность. Да, вопрос про внешность и про асценденты, и про пластическую хирургию тоже будет отдельное видео, у меня все это запланировано, потому что для меня дети это всегда трансформация, это всегда рост, и мне всегда хочется прям вот такие вот вау-вау-вау темы поднять. И у меня недавно случился вот такой прям ребеночек классный, и это такая история, которая, конечно же, открывает новые грани. Умейте во всех трудностях и событиях, которые случаются в вашей жизни, конвертировать их в плюс. Я всегда любила математику за то, что из минуса всегда можно сделать плюс. А если минуса 2, то сами понимаете, если вы умеете считать. Поэтому здесь история, ребята, 2 это всегда классно. 1 это всегда 1. 2 это всегда 2. Будьте всегда в паре. Будьте всегда в паре, и будет вам хорошо. Люблю вас, обнимаю, желаю, чтобы ваши минусы становились вашими плюсами, потому что чем больше будет счастливых людей на планете, тем счастливее будет наша старость, молодость, юность наших детей. Мы будем дольше жить в счастливом и радостном мире. И это история нашего личного вклада в этот мир.
То есть то, что мы вкладываем, то мы и получаем. И я за то, чтобы мы как можно больше людей вкладывали, и все-таки счастья и радости было больше. Я за это, ребят. Но это, естественно, все это дает нам наша любимая и ненавистная планета Сатурн. Это ответственность, понимание ответственности. Поэтому все те, кто не любит козерогов, ребят, не знаю. Я козерогов люблю, они молодцы, они строители, они ответственны. Они, по крайней мере, эту историю с рождения понимают, что мир — это большая глобальная ответственность, и мы должны над этим работать. Все есть работа. Даже там, где мы говорим, что мы не хотим работать, мы хотим хобби, мы хотим вот это все, любое хобби всегда перерастает в работу. И наша жизнь — это работа над собой по большому счету. Поэтому давайте начнем заниматься все своим делом, дело жизни, дело любви, дело отношений. И пусть у нас все будет хорошо. Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте комментарии, ну или данные своих натальных карт. И я в свободное время постараюсь ответить, потому что я знаю, что это очень важно. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.